По типу обработки, друзья, я пейзажи могу разделить на две основные категории. Это классика, классическая обработка, где яркие цвета, красивые сочные полутона, мягкие воздушные тени и эффект Ортона. Есть вторая категория пейзажей, это немного другое. Это низкая насыщенность зеленого цвета, это мягкие полутона, холодный приглушенный зеленый цвет, который переходит практически в черные тени. А сейчас информация для хейтеров. Да, эта обработка трендовая, она очень популярная в Европе и на Западе. И если мы с вами заглянем на страничку канала YouTube известного ретушера и колориста Мартина Шредера, то мы увидим, как он активно пропагандирует через свое творчество обработку с приглушенными легкими цветами. А если мы перейдем на его страничку, где он предлагает свои курсы, то мы увидим, что его курс по колористики стоит $996. Сумма абсолютно немаленькая, согласитесь. И вот, друзья, в массиве моих пресетов как раз такой обработки и не хватало. Я давно на нее заглядывался и наконец-то сделал. У меня получился набор, состоящий из 50 пресетов. И если вы ранее уже приобретали у меня пак для обработки пейзажей, а также большой авторский пак, то вы можете по вашей ссылке обнаружить там уже этот новый набор пресетов. Итак, друзья, RGB — это Red, Green и Blue. Сегодня мы с вами обработаем темненький зеленый. Если такое видео зайдет и вам понравится такая обработка, мы также обработаем и легкий, слегка насыщенный синий и Red. Ну, это не совсем Red красный, это будет, конечно, больше оранжевый, то, что мы с вами любим. А всевозможные комбинации RGB, красного, оранжевого, зеленого и голубого, вы можете найти в моем новом наборе пресетов, который называется Keep Calm. Кто не знает, это переводится «Сохраняй спокойствие». Итак, друзья, сегодня мы с вами обработаем зелененький. RAW файл, с которым я буду работать, будет находиться в описании к этому видео. Поэтому останавливайте на паузу, скачивайте фотографию, открывайте ее в Lightroom и присоединяйтесь к обработке вместе со мной. А сейчас немного информации для тех, кто только к нам присоединился. Если ты еще не подписался на мой канал, то сейчас самое время это сделать. Поэтому нажимай на колокольчик, переходи в группу ВК или в Инстаграм и забирай в подарок 2 набора пресетов. И обращаю твое внимание, что все видео на канале разложены по тематическим плейлистам. Переходи на главную страницу, нажимай раздел «Плейлисты» и выбирай нужную тебе тему или курс по обработке фотографий. Ну а если ты хочешь сразу из новичка перейти в статус опытного ретушера, то в обмен на небольшой донат ты можешь получить от меня пресеты уровня Pro и дополнительные материалы. С описанием пресетов Pro и примерами обработки ты можешь ознакомиться в группе ВК или в моем Инстаграм. Также подписывайся на мой Телеграм-канал, там новости, анонсы, помощь в установке программы приложений по обработке фотографий, а также есть чат, в котором можно поболтать абсолютно на любые темы. В группе ВК ты можешь размещать свои фотографии и оценивать фотографии других форумчан. А на канале Яндекс.Дзен видео выходят немного раньше, чем на YouTube. Учти это, если любишь быть первым. Все ссылки на паблики находятся в описании к этому видео. Добро пожаловать во вселенную Art Photo Life и красивых тебе фотографий. Фотография немного засвеченная, но пусть вас, друзья, это не смущает. К сожалению, фотографировать пришлось на ходу, у меня не было времени. Если бы, конечно, у меня было больше времени, я бы поставил на штатив, снял бы с вилкой экспозиции, получил бы нормальную фотографию. Небо, к сожалению, вылетело. Слева это там, где нахожусь я. Это фотография, к которой мы будем стремиться. Справа это RAW файл, который у нас получился. Чуть позже мы с вами добавим небо в фотошопе. Это очень быстро вы увидите, как легко это можно делать. И еще, друзья, самое главное, тот RAW файл, который вы скачаете под видео для того, чтобы обработать вместе со мной, он уже содержит настройки кривых во всех каналах. Это общий RGB, красный, зеленый и синий. Также, друзья, в этом файле уже будут устранены хроматические аберрации и добавлена небольшая виньетка. Поэтому сегодня мы с вами работаем только с цветом. Но давайте для начала перейдем в базовые настройки. И, друзья, для того, чтобы ваши ползунки двигались аккуратно и точно, как в аптеке, зажимаете кнопочку Shift, и тогда можно более плавно управлять регулировками ползунков. Контраст я чуть-чуть убавлю, сделаю его, пожалуй, на -10.
Светлые области мы с вами уберем посильнее, уберем эту светимость. Ну, я думаю, что где-то 54 будет достаточно. Тени, наоборот, слегка проявим и поставим, пожалуй, 9. Далее, друзья, белые мы с вами уведем где-то примерно на минус 25, а черные поднимем на, пожалуй, это будет значение 67. Также мы слегка, буквально на полшага поднимем экспозицию, сделаем фотографию чуть-чуть посветлее. У меня получилось значение 0,65. Удерживайте кнопочку Shift. Отпускайте ее только тогда, когда переключаетесь между ползунками. Так, друзья, теперь давайте добавим немного текстурки. Значение 10. Добавим немного четкости. Ну, пусть будет тоже 10. Красочности добавим где-то 30. По-моему, пора уже к психологу. Я очень люблю такие круглые значения. И насыщенность с вами поднимем до значения 25. Температуру мы с вами трогать не будем. Давайте закроем панель с основными настройками и перейдем уже непосредственно к колористике. В следующей панельке, друзья, кликните на кнопочку «Все», потому что у вас может быть активирована какая-то отдельная панель, но мне больше нравится, и я вам рекомендую работать, когда открыты абсолютно все настройки, и тогда вы можете туда-сюда переходить ползунком и плавненько подбирать ту тональность, те оттенки цветов, которые вас больше устраивают. Начнем с красного. Сделаю я его немного в сторону оранжевых оттенков, уведу вправо и поставлю значение, ну, наверное, где-то 17, чтобы если где-то мелькнет у нас какой-то красный листик, чтобы он был больше к оранжевым оттенкам, потому что, что бы мы ни делали, это все равно teal and orange в конкретном случае. То есть у нас холодные зеленые оттенки и противоположные цвета – это яркие оранжевые оттенки. Ну, не обязательно яркие, кому как нравится. Дальше, друзья, оранжевый мы подвинем наоборот немного от желтого в сторону красных оттенков. И значение у меня где-то будет это порядка, наверное, 43. И желтый я тоже уведу влево в сторону оранжевых оттенков. И значение у меня это будет, наверное, 41. Все, листочки выровнялись, они у нас почти одного тона. Такой плавный переход мне нравится больше, надеюсь, вам тоже. Теперь давайте зеленый цвет от холодных аквамариновых уведем влево в сторону желтых оттенков. Таким образом мы с вами выровняем зеленый цвет, с которым дальше будем уже работать. И я, пожалуй, остановлюсь на значении минус 32. Далее, друзья, цвет морской волны или аквамарин, я его тут не вижу, можем пропустить. Синий тоже особо незаметный. И еще я фиолетовый и пурпурный люблю разводить. Фиолетовый влево, где-то примерно на минус 80, а пурпурный вправо, посильнее в сторону красных оттенков, где-то, ну, также примерно можно на 80. Это позволяет избежать паразитных оттенков, которые могут отдельно появиться где-то на листве в данном случае. Теперь переходим к насыщенности. Давайте убавим немножко красный, хотя его здесь практически и нету. Ну, наверное, я остановлюсь на значении каком-нибудь минус 14. Так, теперь оранжевый. Оранжевый присутствует у нас на листве. Но я все равно его хочу сделать не такой яркий и в то же время не очень потухший. Пожалуй, это будет минус 16. Далее, друзья, желтый. Обратите внимание, желтый уже влияет у нас на зелень. Убавим мы его посильнее. Нам здесь не нужен такой яркий желтый. И я, наверное, остановлюсь на значении минус 69. Далее, друзья, зеленый. Давайте посмотрим. Он вообще у нас занимает практически все цвета, которые есть на фотографии, кроме оранжевого. Но мы тоже здесь его подубавим. И значение у нас это будет, наверное, где-то вот таким образом 66. Ну, аквамарин, цвет морской волны подубавим, чтобы у нас не вылезли где-то лишние артефакты, которые могут быть, кстати, на зелени. Именно вот в этом цвете, в аквамарине, давайте мы сделаем где-то минус 65. И синий я тоже немножко подберу, хотя его тут практически нет, можно в принципе даже и не трогать. Давайте сделаю минус 45, фиолетовый и пурпурный трогать не будем. Теперь, друзья, давайте мы перейдем в самый низ в калибровку. В основном синем канале, двигая ползунок насыщенность, мы с вами также можем регулировать именно сочность, насыщенность нашего зеленого цвета. Давайте мы насыщенность в основном в синем канале слегка прижмем. Это значение будет где-то, наверное, у меня
минус 14. И теперь посмотрим, как у нас реагирует зеленый канал. Видите, он также влияет на насыщенность, но при этом добавляет сочности в зеленый, и он перестает быть таким пепельно-серым. Давайте мы здесь все-таки немножко прибавим зеленый, сделаем его покрасивее. И, пожалуй, это значение у меня будет, ну, где-то вот остановился я на 41. Меня так устраивает. Но это, друзья, еще не все. Теперь мы давайте добавим еще немного оттенков в зеленый, сделаем его слегка похолоднее. Что нам для этого необходимо? Для этого мы переходим в цветокоррекцию, выбираем тени. Насыщенность давайте с вами сделаем сразу побольше. Я поставлю где-то на значение 35. Теперь поиграем тональностью и посмотрим, какой оттенок нам подойдет. Я, пожалуй, здесь выберу такой слегка аквамариновый цвет. Это где-то значение, ну, у меня будет 196. Мне вот такой цвет нравится больше. Как вы видите, играя в цветокоррекции здесь в тенях, мы практически полностью меняем оттенок зеленого цвета, и это очень важно. Но насыщенность все-таки мы слегка прижмем, сделаем немножко поменьше. И у меня, пожалуй, будет это значение 17. Получился достаточно интересный такой темненький зеленый цвет, но это еще не все. Пропустим средние тона, перейдем в светлые. Здесь в светлых участках не будем гадать, а выставим значение сразу 37. Это такой желто-оранжевый цвет, который при малой насыщенности дает красивые персиковые оттенки в светлых участках. И насыщенность при этом сделаем, ну, видите, на 100. Какой цвет желтенький получается. Нам такой, конечно, не нужен. Мы сделаем его примерно где-то, наверное, 15. И давайте слегка наложим еще общую тонировку. Перейдем в цветокоррекцию в общее. Сделаем оттенок здесь, пожалуй, где-то 40. Это ближе к желтым. И буквально вот прям капельку, прям чуть-чуть щепотку значения насыщенности 3. Теперь, друзья, когда вы будете обрабатывать ваши фотографии, то разные камеры по-разному проявляют зеленый цвет. И если вы выставите такие же настройки, то вас результат может не удовлетворить. Поэтому дорабатывайте в тенях зеленый цвет. И вот здесь еще вы можете менять оттенок зеленого, меняя его тональность. Давайте запомним, у меня сейчас стоит 32. Вот видите, когда мы двигаем, что происходит. Мы можем изменить и сделать другую тональность цвета. Так, я верну на прежнее значение 32. И, конечно же, вы можете менять насыщенность зеленого, сделать его более насыщенным или менее насыщенным, более таким серым. Так, верну я его в прежнее значение. Ну и, друзья, в моем новом наборе Keep Calm есть с зеленым больше всевозможных оттенков. Можно подобрать что-то интересное, что-то более теплое, более холодное, более светлое, более контрастное и так далее. На любой вкус и цвет. Ну что ж, получилось достаточно симпатично. По цвету фотография по-прежнему остается засвеченной, вылетевшей. Давайте мы нажмем Ctrl-E, перейдем в Photoshop. И теперь, друзья, я добавлю небо на эту фотографию. Подробно останавливаться мы с вами сегодня не будем, потому что есть два видео, где я подробно рассказываю, как осуществить замену неба. Это автоматический быстрый режим в новом фотошопе и ручной, немного долгий, посложнее, но такой алгоритм тоже есть в старом фотошопе. Ну и теперь, друзья, давайте посмотрим, какая фотография была изначально и какую мы получили. На этом, друзья, все. Надеюсь, видео было полезным. Жмите, пишите, подписывайтесь, если еще не подписаны. С вами, как всегда, был Серджо. Всем творческих высот, мира и добра. До новых встреч!